Всем привет и, как это ни странно, с вами снова Иной. В конце марта 2022 года компания ArenaNet опубликовала статью под названием «Будущее Guild Wars 2». В данной статье содержалась не только дорожная карта ближайших событий, но и подтверждение о выходе 4-го дополнения к игре. В этом видео я хочу поделиться теориями о возможных вариантах событий, какие сюжетные арки не рассказаны в Guild Wars 2 и куда мы можем двинуться дальше. С вас лайк, с меня история. В 2006 году студия ArenaNet готовила наброски для выхода набора бонусных миссий «Утопия» к оригинальной версии Guild Wars, то есть к первой части. Это дополнение так и осталось концептом на бумаге, поскольку к непосредственной разработке так и не перешли. В принципе, «Утопия» стала ключевым триггером к созданию Guild Wars 2, потому что старый движок не позволял реализовать все идеи разработчиков. О чем была «Утопия»? Где-то в туманах существует отдельный остров, именуемый Затека или Ксотека. Я не знаю, как разработчики произносили это слово. У него может быть несколько чтений. В центре острова находится древний город, который наблюдает за всеми, кто проходит через него. Затека будто тусклый свет в тумане загробной жизни и маяк для пришлых духов из бесчисленных миров и бесконечных временных линий. Великая сила когда-то угрожала Затеке, медленно гася свет древних богов, но была подавлена растущей мощью их преемников. Говорят, что 8 табличек Кодекса Раскола повествуют об этих событиях, хотя они также потеряны во времени, как и сам остров, басня, рассказанная духами, плавающими где-то в царстве мертвых. Затека был создан древними богами эоны лет назад, чтобы служить их святилищем. История доносит до нас события о вторжении танаков, посланных некой великой силой. Новые боги остановили это вторжение, но после окончания войны и древние, и новые боги покинули эту землю по собственному желанию. Возможно, именно так боги и попали в Тирию. Через портал привели они свое человечество. За пределами города остров покрыт разнообразной средой, от холмов и долин до горных хребтов и непроходимых джунглей. Пейзаж усеян свидетельствами его прежних божественных обитателей, храмами, разрушенными поместьями и полями сражений. Огромные сооружения, функции которых утеряны во времени, молча стоят в отсутствии своих создателей. В их прототипах вы можете найти технологии сегодняшних Асура, и вообще предполагалось, что первые големы были построены именно богами, как и древняя архитектура, которую взаимствовали у Асура у предшествующих цивилизаций. Да и в общем, культура Затеки отдает эстетикой Мезоамерики. В «Утопии» предполагалось введение 2 новых классов, один из которых вам хорошо знаком. В октябре 2015 года ArenaNet выпустит дополнение Heart of Thorns, и месмеры получат элитную специализацию Хрономансер. Мало кто знает, но изначально этот спек разрабатывался как отдельный класс для Guild Wars Utopia. Предполагалось, что хрономансеры должны были читать долгие заклинания, во время которых игрок мог активировать второй навык, наделяющий первый особыми свойствами. Вторым классом являлся Суммонер. Герой призывал различных существ во время битвы и мог их свапать в зависимости от ситуации. Призыв существ наделял навыки более сильными свойствами и открывал их альтернативные версии. Форумные войны от 2007 года сохранили для нас обсуждение скетчей, выложенных одним из дизайнеров студии. Часть этих работ вошла в набор бонусных миссий Eye of the North, но многие из них так и не увидели света. «Утопия» так и осталась утопией, вошедшей в архиве журнала PC Gamer от мая 2007 года. Темка богов хорошо продается среди комьюнити игры, и думаю, что в будущем дополнении ArenaNet может сыграть на этой ностальгии, тем более, что многие концепт-арты сохранены до наших времен, а черновики стоит только стряхнуть от пыли. ArenaNet – вот вам мой концепт для будущего дополнения. После смерти старших драконов в Тирии воцаряется мир. Боги возвращаются в Тирию, чтобы управлять человечеством.
У нас есть целый континент Ор, всплывший на поверхность во время пробуждения Зайтана. Подавляющая часть континента безнадежно разрушена, но магия Зайтана ушла, и бесчисленные армады мертвых освободились от своего проклятия. Боги поселяются в Арахи, и мы устраиваем комьюнити гол. Используя технологию фазирования, которую вы применили в восстановленном первом сезоне, мы меняем лицо континента, отстраивая его заново. Игроки жертвуют ресурсы и выполняют мета-ивенты, чтобы очистить руины от агрессивной фауны. Кто там мог поселиться за это время, придумайте сами, вариантов достаточно. Таким образом мы создаем невероятный экспириенс при запуске дополнения, на котором можно сделать хайп. Только сегодня и только сейчас на короткий промежуток времени примите участие в восстановлении Ора. Как будет выглядеть Тирия завтра, решаете вы сегодня. Как вам идейка? Я вижу здесь много плюсов. В процессе разработки приходится создавать новые локации. С Ором эта потребность у вас отпадает. Landscape уже есть. Боги – это автоматический нарратив для создания новых элитных специализаций. В этом смысле у вас развязывается фантазия. Арах можно сделать новый страйк миссии, перестроив его дизайн. Я вижу здесь столько плюсов и самое главное – экономия времени. Процесс разработки любого масштабного дополнения требует экономии. Предложенный мной вариант и хайповый, и экономный. Дамы и господа, приветствуйте новые дополнения для Guild Wars 2 Rise of Or. С другой стороны, ArenaNet могла бы переправить нас на новый остров в туманах. Это вдохнуло бы новую жизнь в проект и разнообразило биомы игры. Но такая работа потребует большей кропотливости. Придется с нуля создавать локации, прописывать сюжетные арки новых героев и так далее. Эконом-вариант с Ором позволяет более ответственно подойти к элитным специализациям, поскольку спеки из End of Dragons откровенно разочаровывают. Продолжим развивать теории и обратим свой взгляд на Делдримор. Мы знаем, что дворфы, населявшие эти территории, ушли под землю, чтобы охранять Тирию от миньонов дракона Праймордуса. Король Джалис Айронхаммер обратил всю расу в камень, объединив сознание дворфов в единое целое. Сегодня, когда старшие драконы повержены, дворфы могут выйти на поверхность и начать новую жизнь. Если они все еще живы. Следуя лору игры, многие из них погибли, сражаясь с дестройерами, а те, кто выжил, разбрелись по Тирии и ведут отшельнический образ жизни. Теоретически, мы можем разыграть эту монету, поскольку земли дворфов у нас перед глазами. Но вот кого сделать главным антагонистом в таком дополнении и не ясно, как и не ясен нарратив элитных специализаций. Третья идея, которая все еще будоражит общественность, это вопрос подводных рас Тирии. Из недавнего дополнения мы узнали, что богиня Милаган, которой поклоняются кваганы, это вовсе не трансформированное имя человеческой богини Миландро. Именем Милаган кваганы называли Сувон. Когда Зайтан поднялся со дна бескрайнего океана, Сувон была вынуждена уйти от кваганов, чтобы защитить Канту от гигантского цунами. Большинство кваганов решило, что их богиня погибла в этом цунами, что оказалось в корне неверным, и вот теперь, когда Сувон действительно нет, ее магия могла исчезнуть, а значит жизнь мирных подводных народов может стоять под угрозой. Подводные дополнения – это, конечно, хорошо и открывает новые возможности для игры, но перед этим ArenaNet придется серьезно переработать подводное оружие. В том виде, в котором оно представлено сейчас, это годится только для борьбы с мобами, но никак не для полномасштабных мета-ивентов. Да и в целом, подводная тематика – это скользкая дорожка, поскольку требует очень аккуратного обращения с дизайном. С другой стороны, она открывает больше возможностей для элитных специализаций и их тонкой настройки, как под водой, так и на суше. У Guild Wars 2 невероятно огромный лор, сопоставимый с вселенной Варкрафта. Многие игры переняли идеи ArenaNet и до сих пор перенимают. По кадрам грядущего дополнения World of Warcraft мы можем видеть фактически копипаст механик Skyscale, включая некое подобие мастерства. Нет, я нормально отношусь к взаимствованию, но не в таком примитивном виде. Идеи старушки ГВ до сих пор не дают покоя студиям, и хоть игра не находится на первых строчках ММО-чартов, повышенный интерес со стороны других разработчиков хорошо виден. И перед тем, как вы спросите меня, где я был все эти 8 лет, я хочу спросить, где вы были все эти 10. Близится очередная годовщина.
23 августа Guild Wars 2 исполняется 10 лет. Впереди запуск в Steam и выход нового сезона живой истории. За прошедший год ArenaNet внесла много позитивных изменений в качество жизни. Это шаблоны билдов, легендарный гардероб, некие удобства меню, упрощение валют, поддержка DX11 и переработка отдельных мировых боссов. Конечно, ограничения движка никуда не денутся, и мы будем иметь дело с тем, что есть. Но избавление от угловатостей – это плавный реверанс в сторону комьюнити. Вот такие мысли посетили меня сегодня, это был Иной. Не говорите, что вас не предупреждали.